Вечно путаются провода, и они тебе надоели? Значит, ты по адресу. Берем кусок трубы, делаем один виток провода, конечно же, без синей изоленты никуда. Делали один виток, теперь весь провод наматываем на трубу. Но ты еще не знаешь для чего. На другой край также изолента, ведь все должно быть по ГОСТу. Ну а дальше берем строительный фен, но подойдет и домашний. Главное, чтобы жена не дала люлей. Главное, не перегреть. Ну а дальше остыло, разобрали и получаем завитой кабель. Есть пластиковая бутылка, не выкидывай. Понадобится ровный лист фанеры, либо МДФ. От бутылки отрезаем горлышко, распускаем ее напополам и также отрезаем донышко. Получившийся лист прикручен на 4 самореза. Берем строительный фен и хорошенечко нагреваем. При нагреве пластик сжимается. При помощи канцелярского ножа отрезаем все неровности по 4 сторонам. На выходе получаем ровный лист пластика. Я, например, делю его на несколько частей и использую для замешивания двухкомпонентного клея. Зачем что-то искать и что-то портить, если можно использовать пластиковую бутылку? После использования можно вытереть, либо отрезать. Я надеюсь, пригодится. От тебя лайк, подписка. Я думаю, ты сталкивался с такой проблемой. Пытаешься открутить саморез, а он как назло крутится на месте. Конечно, можно попробовать чем-нибудь подцепить, чем-нибудь задеть, но это, конечно, не выход из ситуации. А поможет нам второй саморез. А тут очень все просто. Второй саморез закручиваем рядом, можно и чуть, а можно до упора. И теперь пробуем открутить саморез. И как видим, все отлично откручивается. Появилась трещина на пластике, нам помогут скобы от степлера. Но, конечно, не обойдемся без паяльника. Паяльник хорошо нагрели и впаиваем скобы в пластик. После хорошенечко заглаживаем, но скобы впаиваем с двух сторон. Проверено на 100%. Идея-то рабочая. Ну а дальше шлифуем шлейф машиной. По желанию после можно зашпаклевать и покрасить. И все гарантированно будет держаться. От вас, конечно же, лайк. Не умеешь точить сверла? Я покажу. Как точить очень легко. Для этого делаем вот такой вот брусочек. Размером он 50 на 80. По центру сделано углубление. Теперь все просто. Выставляем сверло и начинаем точить на гриндере. От центра уходим в сторону, чтобы получилась затыловка. Но если нет гриндера, я думаю, можно и на УШМ. По итогу получается вот такая заточка. Ну а теперь попробуем, сверлит ли оно. Ну и как видим, все отлично сверлит. Я не заставляю вас делать, но руку с такой приспособой набить можно. Если понравилось, обязательно лайкос. Если отверстие слишком большое и саморез не закручивается, то есть хорошая идея. Берем обыкновенную стяжку, складываем ее вдвое и вставляем в наше отверстие. Теперь берем саморез, вставляем между стяжек и, конечно же, закручиваем его. И как видим, закручивается до упора. Но края, конечно же, потом откусываем. Теперь многие не знали о таких дополнительных функциях канцелярского ножа. Я вот, например, недавно только узнал. Оказывается, когда снимаем крышку, во всех ножах есть место, которое, как оказывается, служит для запасных лезвий. И даже самый дешевый подходит для этого. Друзья, давайте честно напишем, кто об этом узнал только сейчас. Есть остатки полипропиленовой трубы, пусти ее в дело. Сделав один пропил по центру, получаем универсальное приспособление для заточки ножа. Вставляем нож в разрез, выравниваем полипропиленовую трубу, берем в руки точильный камень, ну а дальше ловкость рук и никакого мошенничества. При использовании трубы у нас сохраняется одинаковый угол. Конечно, можно точить и без трубы, но результат будет другой. Ну а теперь снимаем трубу и проверяем на листке бумаги. И как результат видим, что нож острый как бритва. Спасибо можете не говорить, а вот подписаться и поставить лайк будет самое то. Берем болт 8, зажимаем его в дрель и обтачиваем его на гриндере. Но если нет гриндера, можно использовать УШМ. Получаем вот так. Сделал 2 штуки и немножко укоротил по длине. Теперь вставляю заранее просверленное отверстие. Беру второй брусочек и прижимаю его сверху. Отметки получаются четко по центру. Просверлил 2 отверстия. Теперь беру в руки шканты и соединяю 2 брусочка. Кто работает с деревом, тот поймет. Что можно сделать с такого обломка доски? А все очень просто. Беру плашки для нарезания резьбы. Мне пригодится плашка на 10. Ну а дальше все очень просто. Зажимаю плашку в тиски. Дальше в бой идет шуруповерт. Щепку зажимаю в шуруповерт. Ну а дальше все просто. Прогоняю щепку через плашку, беру наждачную бумагу и немножко шлифанул. На выходе же получаем ровные шканты. Спасибо не надо. А вот лайк, подписка мне нужна.